Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу снять собиралку, снять розовый макияж в стиле Барби или вдохновленным Барби, Барби-кор, вот этим всем, что сейчас популярно. Сейчас все снимают такие макияжи, их полно сейчас на ютубе, все девчонки красятся по-разному. И я хочу тоже попробовать, хочу вдохновиться всем этим и немножко с вами поделиться своим вообще впечатлением, мнением относительно этого веяния новой популярности Барби, Барби-кор, вообще по поводу фильма, спросить ваши какие-то впечатления, если кто смотрел. Давайте начинать. Я уже приготовила лицо, и я смотрю, что консилер у меня смотрится не очень. Чудесное начало. Мне осталось на самом деле сделать щеки, глаза и губы. И тут такая деталь, на самом деле сам вот этот стиль Барби и Барби-кор, розовый стиль, розовый цвет на себе, в одежде я не очень-то люблю и не приветствую. Это не то, что сейчас я пытаюсь транслировать через свою внешность, и поэтому максимум, на что меня хватило, это на розовые ногти и розовые заколочки. Но в макияже я розовый цвет очень люблю, и хочу сегодня сделать и розовые глаза, и розовые щеки, и розовые губы. Я знаю, что очень много макияжей в стиле Барби-кор, и в основном это что-то такое фантазийное, что-то такое с яркими розовыми тенями, сложные макияжи со стрелками. Я не хочу такое делать, я хочу сделать что-то очень легкое, современное, что сойдет за повседневный даже макияж, может быть, не требует много усилий, при этом не совсем, скажем так, стремлюсь повторить точно макияж Барби. Потому что если мы посмотрим с вами на макияжи Барби, то у нее вообще-то не особо-то с тенями густо. И, как правило, макияж Барби — это какие-то легкие тени, голубые либо розовые, и ключевой момент — это розовые губы. Я вообще не очень-то по типажу Барби-то подхожу, хотя 15 лет была блондинкой, и я поискала макияжи для красноволосых Барби, и, как ни странно, это фиолетовые тени. Но я не буду такие делать, все-таки мы сделаем с вами розовые глазки. И в видео косметички недели я уже говорила, что хочу взять вот эту вот палетку от Odensai Seatalk, и здесь есть прекрасный оттенок, супер красивый, он называется Iridescent Shell. Безумно красивый оттенок. Я хочу сделать вот такой легкий макияж, и не хочу что-то придумывать там сильно с формой, поэтому думаю, что видео будет не шибко-то и длинным. Вообще, это очень интересный оттенок, он немножко в такой лавандовый дуохромит, очень красивый, очень блестящий, потрясающий просто. Полупрозрачный, и я думаю сделать им макияж на все подвижное веко. Краситься я сегодня планирую в двушку от Наташи Деноны, Love Cheek Duo, выходила года 3 назад, и ей же я оформлю и щеки. Для начала просто бронзером немножко подчеркну складку вот здесь вот. Вообще, если смотреть на макияжи в новом фильме Барби, собственно, из-за чего и стал популярен опять Барби-кор, то там вообще нет макияжа глаз, то есть он нюдовый. Розовых теней там не присутствует. И у Марго Робби такие легкие макияжи. Это все понятное дело, современная интерпретация, это современные тренды, естественность и прочее такое. Сильно не стараюсь, ничего не углубляю, просто бронзером складочка. Поэтому я не буду бросаться в крайности, я не буду делать и не яркий розовый макияж, и не буду делать нюдовый, а сделаю что-то свое. Скажите, пожалуйста, девчонки, смотрели ли вы фильм новый с Барби, точнее просто Барби, с Марго Робби? Будете ли вы смотреть? Я планирую, но я жду хорошего перевода на русском языке.
Потому что я, конечно, хорошо понимаю английский, но боюсь, что не настолько, чтобы шутки все понять. В Анталии здесь можно посмотреть, сходить на английском фильм. Возможно, я схожу после того, как посмотрю на русском, чтобы мне было легче его воспринять. Я хочу посмотреть. Я знаю, что по поводу этого много всяких мнений. По поводу этого фильма, как ни странно. Но у людей, как правило, по поводу всего есть свое мнение. И кто-то просто с ума сходит по всей этой культуре. Сейчас все заполнено розовым, символикой с Барби, а кто-то, наоборот, говорит, что он будет этот фильм бойкотировать, не будет его поддерживать, потому что этот фильм как-то травмирует вот эта вся культура в Барби, травмирует психику девочек, создает у них ложное представление об идеальном каком-то теле, закладывает в них комплексы и так далее, и так далее. Я не знаю, судя по трейлеру, как раз этот фильм, он и ломает вообще всю вот эту концепцию. Ну, я хочу посмотреть. Я все-таки не маленькая девочка, чтобы меня что-то травмировало. Вот, поэтому фильм «Барби» я посмотрю обязательно. Давайте теперь будем переходить вот к этому оттенку красивущему. Я думаю, что его стоит наносить пальцем. Я просто наношу его на все подвижное веко. Очень красивый оттенок, потрясающий просто. Поэтому вот какое-то такое у меня впечатление. Вообще, что для вас Барби? Потому что я знаю, что очень много зависит от того, в какое время рос ребенок, росла девочка. Для меня Барби это что-то из детства волшебное, если честно, потому что мое детство, 3-5 лет, оно пришлось прямо на начало 90-х, когда из-за бугра к нам хлынула куча игрушек, мультиков западных. И для меня Барби это всегда было что-то, что ассоциировалось с радостью и счастливым детством. Мне очень это все нравилось. У меня была куча кукол. Вот. Потрясающий оттенок просто. Давайте на второй глаз. Поэтому для меня эта вся тема близка, но я думаю, что дети, которые росли на 5 лет до меня и на 5 лет позже меня, для них уже Барби такого значения в себе не несет. Поэтому что вы вообще думаете? Современных детей тоже много таких игрушек, своих уже. Мне кажется, Барби сейчас как игрушка не сильно-то популярна. Вот так. Я немножко сейчас подтушую края. Той же кисточкой, что и бронзером, просто другой стороной. На самом деле можно было бы уже и закончить с тенями, но я хочу добавить в уголочек глаза вот такую вот однушечку от Little Cosmetics. У меня это оттенок Proxima. Он очень красивый. Вообще это мультихром. Я не знаю, почему сейчас он не передается. Давайте нанесем его в уголочек глаза, и вполне возможно, что передастся. Сейчас выходит очень много коллабораций с Барби у различных брендов. Напишите, девчонки, вы что-нибудь выбрали себе, что-нибудь покупали, может быть, потому что я видела коллаборацию у NYX, и ее привезли в Турцию. Она просто стоит как самолет. Я видела палетку на каком-то сайте, приложу скрин, то ли 1000 лир, это около 3000 рублей, NYX. NYX за 3000 рублей. Я не знаю, это либо Маттел обалдели, либо NYX с ума сошли.
Ну, не раскрывается он. Ну ладно, все равно красиво. Вот, также я смотрела на коллаборацию от Зары. Вот. У них вышла коллекция, тоже она доступна в Турции. Ну, я посмотрела там, что-то мне приглянулось, но не настолько. Все-таки настолько инфантильные вещи на себе в плане вот гардероба, да, я уже не готова видеть. То есть розовый макияж еще окей, но розовый маникюр окей, но не дальше. Я хочу закончить с глазами, буду использовать карандашик и тушь. Карандашиком просто подчеркну ресничную линию. А тушь у меня пробничек от Sephora Size Up. Это просто тушь с огромной щеткой. Наверное, только у Too Faced щетка больше. Не очень удобно, но она, кстати, делает классные реснички. Вот, смотрите, это получается один слой. Мне прям нравится она, прикольная. Вот вы знаете, если меня спросить, какой самый нелюбимый у тебя этап макияжа, это тушь. Я ненавижу красить ресницы тушью. Почему-то меня все время этот процесс напрягает. Он мне кажется сильно длинным и скучным. Видите, как она классно прокрашивает? Прям, блин, тушь обалденная. Я не знаю, новинка у них это или нет. Мне она просто с каким-то заказом досталась. Классная. Макияж глаз готов. Давайте сделаем щеки. Я делаю вот этой двушкой. Внутри ее показывать не буду, потому что там кремовые румяна. Выглядят они ужасно просто. Просто ужасно. Ну, это такой яркий розовый оттенок. Как раз-таки вот эти цвета и называют барбишными. Наносим. Но не сильно много. Угу. По-моему, хорошо. И хайлайтер оттуда. Розовый такой золотистый. Наношу на румяна, потому что у него розовая такая подложка, чтобы это полосы розовой сильно не было видно. Наношу как топпер на румяна. Очень люблю эту двушку, она у меня в проекте 100 использований. Ну что, остались губы. Значит, губы я уже подготовила вот этим плампером от Баксом. Они уже даже успели подуспокоиться. Мне нравится такой эффект. Сейчас я ощущаю, что у меня настолько гладкие, напитанные, какие-то чуть-чуть припухшие губы. Короче, мне очень это нравится. Значит, у меня вообще по плану нанести помаду от KVD. Это оттенок Backstage Baby, и это что-то с чем-то. Хотя в современной версии мы видим, что оттенок помады у Барби уже такой более нюдовый, такой более, ну как нюдовый, более спокойный, да? Но такой оттеночек больше как-то ассоциируется именно с Барби, да, вот в классическом представлении. Вообще вот эти помады от KVD, они, во-первых, по-моему, уже не выпускаются, во-вторых, они матовые и на неподготовленные губы ложатся ужасно, просто ужасно, но если губы увлажнены, они просто потрясающе сидят. Вот хочу вспомнить, я этим оттенком Backstage Baby пользовалась всего один раз, ну потому что он очень яркий.
И вот так смотрится помада. И вы знаете, по-моему, она немножко больше, чем я бы хотела, отдает фиолетовым. Сюда нужно немножко более розовый оттеночек. Сейчас я возьму. Принесла я, значит, есть у меня вот такая помада от Revolution. Была у них коллаборация с мультиком «Труп невесты». И у меня это оттенок Эмили помады. И вот такой вот он розовый. Мне кажется, если их смешать, то получится что-то вот более розовое. Давайте попробуем. Угу. Ну и вот такой макияж у меня получился. Легкий, повседневный. Вы знаете, даже мне, насколько я не люблю розовый, мне кажется, с какой-то черной футболкой, пускай даже с надписью Барби или любой другой розовый, этот макияж будет смотреться уместно. Мне очень нравится, как смотрится яркая помада, и несмотря на то, что при этом я еще накрасила и щеки розовым, и глаза розовым, и все у меня тут розовое, выглядит очень носибельно. Мне кажется, что все-таки тут, конечно, черная одежда и цвет волос свое сыграли. Ну, собственно, вот так выглядит барбикор по моему представлению, в моем стиле. Спасибо, девчонки, что посмотрели данное видео. Напишите, вдохновились ли вы вообще фильмом Барби, всей этой тематикой Барби, заразились ли вы снова розовым цветом в макияжах, делаете ли вы что-то такое сейчас, и вообще, насколько для вас это уместно в повседневной жизни. Еще раз спасибо за просмотр, всем чудесного настроения, прекрасного дня, прекрасных макияжей, всем пока-пока!